Друзья, приветствую вас! Продолжаем наше путешествие в глубины познания истины. И мы в этом видео движемся дальше. Мы остановились на этапе, когда наше сознание уже преобразовывает наше эго. И мы проговорили о том, что это у нас обет был послушания, обет бескорыстия. И преобразовав нашу внутреннюю сферу, Божественное проникает в нас все глубже и глубже. Мы все ближе действительно слышим Божественное. И мы движемся к более высокому свету. Это уровень надразума, его называли Ауробиндо. Почему надразума? Потому что этот уже уровень, когда наше сознание начинает выходить из зависимости из ментальной сферы, и мы не просто воспринимаем Божественное, у нас восстанавливается постоянный контакт с Богом, мы действительно начинаем слышать Его волю, это поступательный процесс, и мы начинаем действовать совершенно по-другому, уже не исходя из каких-то законов, из правил, а из непосредственного знания Божественного. Мы узнаем о том, что мы дети Бога, о том, что мы Его сыновья, о том, что мы сотворены по образу и подобию, о том, что образ у нас есть, но подобие состояния Божественного мира, которое мы исследовали, пока есть не у всех, но к нему мы идем, и мы начинаем проявлять это подобие, низведя свет еще более глубоко. Это цвет, это уровень нашей Муладхары или минерального мира, еще наше сознание, когда формировалось. Это, скажем так, уровень, где максимально проявлено в человеке состояние самосохранения. И когда человека действительно сознание находится в глубоком страхе, в глубоком таком подавленном от безысходности, от страха состоянии, оно действительно спускается по своим вибрациям к вот этим вот уровням. И преображение от этих глубинных состояний, которые копились миллионы лет, которые связаны с нашей физикой, происходят во многом благодаря следованию обету целомудрия. Что же такое обет целомудрия? Смотрите, здесь мы как-то уже узнали о божественном знании и начали его реализовывать, организовываем нашу жизнь. Здесь мы продвинулись дальше, да, и преобразовываем нашу глубинную мотивацию. На этом же уровне, если здесь мы спрашивали наставника, как происходит то, как происходит это, есть ли воля Бога мне туда двигаться, нету ли у меня воли Бога туда двигаться. Здесь мы учимся уже непосредственно сами воспринимать волю Бога. Это действительно возможно. Это непростой процесс, но кто действительно настроен к божественному, скажем, движению, рано или поздно это овладеет. Здесь будут шаги, пробы, ошибки, но это приведет в конечном итоге к реализации божественного. И что же такое обет нашего
целомудрие. Это когда мы слышим волю Бога и стараемся, насколько это для нас возможно, шаг за шагом, углубляя и расширяя возможность ее реализации в каждом действии. То есть, если мы здесь работали с распорядком дня, здесь мы работали с нашей более глубокой природой, здесь мы начинаем каждое наше действие выстраивать в резонанс с божественной волей. Каждое действие. И мы уже действуем не просто по распорядку, потому что такое правило, а мы уже слушаем. А если сейчас воля Бога для меня сидеть и медитировать? Или мне нужно сейчас идти копать огород? Действительно, ну такое есть, казалось бы, копать огород и вот молиться, медитировать. Вот на этом уровне приходит глубокое понимание, слышание того, что актуально для тебя в этот момент, исследование воли Бога для реализации этого актуального для личности в этот момент. Это очень-очень глубокий процесс. Он познается на специализированных курсах, очень глубокий. Это достаточно высокий уровень божественной реализации. Ну, а здесь мы как бы просто познакомились с этим. Я напоминаю о том, что это Ауробиндо описывал этот уровень над разумом как уровень пророков. Пророки – это те, кто, как вы знаете, способны слышать Бога, способны передавать Его волю и Его знания другим. И я вам скажу, все, кто смотрят это видео, все к этому готовы и способны для этого. Но нужно к этому идти шаг за шагом, с утра до вечера, каждый день. На этом все. И мы продолжим наше познание в следующих наших видео. До встречи.